Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, что у нас происходит и какие движения предполагаются сегодня до конца дня, последней в этом году торговой сессии. Так, Китай сегодня отлично отторговался на мажорной ноте. Он закрывает Новый год, открыт путь движения уже в январе с целью переписать исторические хаи. Далее американский индекс S&P. Сегодня он находится в боковике. Вчера очередной максимум нарисовали. Но вот эти максимумы, которые рисуются, они немножко страшненькие, потому что они указывают на то, что в любой момент здесь вполне уже назрело все необходимое для того, чтобы, если не обвал произошел, то по крайней мере достаточно сильный коррекционный откат. 3590 ключевой уровень. Если пробивается, то все это превращается в трам-тарары. Если на часовик переходить, то сегодня даже достаточно высокая вероятность того, что будет, как минимум, двойная вершина нарисована, то есть движение на 3758, а возможно даже и переписанный максимум. В ближайшее время, час-два, это определится. Если будет пробой 3750, то мы получим полный спектр этого движения на возможное переписывание исторического хая. Но с моей точки зрения здесь более рациональное движение. Это консолидация, это проторговка в диапазоне 3720-3750. И это наиболее вероятный и логичный сценарий с моей точки зрения на сегодня. Из таких существенных событий, на что хотел бы обратить внимание, это то, что AstraZeneca получает разрешение на вакцинирование в Великобритании. В Великобритании наиболее аховая ситуация с коронавирусом, и они таким образом хотят оперативно до весны эту ситуацию разрешить, или хотя бы до середины весны. Но это не все. Еще такая интересная новость о том, что Китай и Евросоюз заключают сделку о взаимном инвестировании и экономическом взаимодействии. Но, разумеется, для Байдена это не очень приятная новость, потому что здесь получается такая ситуация, что концептуально и вообще в плане, если обозначать точки притяжения мира, их получается две. Это Евросоюз либо Соединенные Штаты. Соответственно, Соединенные Штаты пытались, скажем так, надавить и оттеснить своего экономического конкурента, который на самом деле с точки зрения идеологии и так далее, он, с моей субъективной точки зрения, пока слабоват. То есть два центра притяжения глобально. Это Соединенные Штаты и Европа. То есть Китай, да, он имеет достаточно серьезные мышцы в плане экономического роста, развития, которое в себе несет очень много рисков. Но с точки зрения вообще развития, скажем так, цивилизационного рывка, я считаю, что все-таки центра два — это Европа и это Соединенные Штаты. И именно исходя из этого достаточно сложное влияние Брексита на эту структуру, потому что, с другой стороны, чем сильнее Европа и экономически, и в плане продуктивного количества населения, тем, соответственно, ей больше что противопоставить и экономически, и идеологически Соединенным Штатам. Но здесь есть один момент исторический, который заключается в том, что одно дело — это континентальная Европа, и другое дело — это островная, так называемая англосаксонская. То есть это Великобритания и Соединенные Штаты. И поэтому, с одной стороны, конечно, выход Великобритании — это в определенной степени ослабление Евросоюза, но с другой стороны его сделает более монолитным в плане устранения так называемого англосаксонского агента влияния. Но если так уж совсем утрировать и конспирологии сводить, то, наверное, вот этот ход его можно таким образом сформулировать. Но и здесь следующий шаг возникает, что если Европа сотрудничает с Китаем, не вводит, или по минимуму вводит какие-либо санкции, то противодействие США Китаю, это получается подобно воде в решете. Она будет вытекать. То, что Китай не может получить или что ему не хватает, он будет получать из Европы. Это инвестиции, это возможность размещения китайских компаний, это определенные торговые преференции в части поставки товаров, оборудования,
И таким образом здесь, собственно говоря, мировой центр может очень сильно и очень неблагоприятно для Соединенных Штатов сместиться. Потому что Европа — это Германия. Германия, если так можно сказать, экономически, она является конкурентом англосаксонского мира, то есть это современного финансово-экономического мира, который вырос в 20 веке. И поэтому здесь, конечно, Соединенным Штатам надо быть очень осторожным, потому что, по сути, альянс Евросоюза и Китая — это альянс немцев и китайцев. То есть к чему это приведет, достаточно сложно и неоднозначно, и на текущий момент, конечно, для Соединенных Штатов это будет большой головняк. Так, друзья, давайте перейдем к тому, что происходит на рынке. Последние часы попробуем поймать. Так, ну давайте, наверное, перейдем к ВИКСу, индекс ужаса, индекс волатильности, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, что примечательно, балансирует 22,5. Вот если год закроется ниже этого значения, это был бы очень благоприятный знак, как минимум, на январь. Так, далее индекс доллара. Вот здесь ситуация очень интересная. Она очень интересная в плане того, что сейчас намечается момент истины. Либо пробой вот этого минимума, то есть двойное донышко, будет пробито и открывается путь движения на 88 в перспективе. Либо мы сейчас получаем двойное донышко и будет коррекционный откат. Ближайшая цель — это 90,25. Если рассматривать характер движения, то здесь все-таки, наверное, пробоя в этом году мы не получим, потому что здесь начинается накопление, и такие процессы, они приводят к тому, что возникает отскок. И здесь прямо напрашивается движение, это 90,25. Вот сюда вот. Если не будет сегодня пробития, то, наверное, сегодня, конечно, вряд ли, если никакого форс-мажора не будет, но в начале января мы вполне можем увидеть коррекционный отскок, цель его закрыть вот этот волшебный гэп. Так, друзья, далее давайте Baltic Drive взглянем. Здесь вообще все отлично, несется он вверх. Вот. Ну, если характер такого восхождения продолжится и в январе, то, может быть, действительно в начинающем году, по крайней мере, в его начале нас пронесет, и мы не получим никакого катаклизма. Так, друзья, далее нефть. По нефти у нас идет борьба за уровень 51,5, но у нас здесь осталось незакрытое техническое задание движения на 52,2, 52,3. Либо сегодня это было бы оптимально, либо в начале января мы должны будем по нефти сходить к этому значению, и здесь либо после этого последует коррекционный откат на 51, 50,8, либо будет пробой и движение по направлению на 56,5, 57. Но посмотрим, как события будут развиваться. В принципе, может быть и сегодня какой-то задерг короткий и потом откат. Но вот я думаю, 52, 52,3 мы либо сегодня, либо в начале января вот эту цель мы ее сделаем. Так, друзья, далее золото. 4-часовой таймфрейм, чикагская котировка. Но здесь залегли на дно 1882. Прямо вот видите, кукол держит в илистом дне золото, не дает ему никак нормально выстрелить. Вот. Я думаю, сегодня наиболее вероятно мы будем в диапазоне двигаться от 1880 до 1890. Скорее всего, здесь еще будет движение к верхней границе. Вот. Ну, пробой, конечно, здесь может возникнуть, но я пока для него особого основания не вижу. Скорее вот колебательное движение на 1890, потом откат. Если сейчас мы по индексу доллара получаем уход наверх по направлению к 90,2, то тогда в этой ситуации будет пробито 1880, и мы получим поэтапное движение на 1874 и потом 1860, вот сюда вот. Мне вот все-таки как-то видится, что по золоту больше вероятность того, что мы сегодня на 1888-1890 сходим. Тут, я думаю, это более интересная цель, нежели коррекционный откат и движение на 1874. Поэтому я думаю, я, наверное, вот с этим вопросом буду работать очень плотно. Так, друзья, далее серебро. Но по серебру у нас
здесь консолидация, диапазон 26,2, 27. Мне в большей степени видится, что мы закроем этот год, и цель движения будет 26,8, вот куда-то сюда. В случае, если все-таки что-то пошло не так, и мы получаем пробитие 26,2, то нас ждет движение вниз, цель его будет 25,8, 25,5, вот этот диапазон. Пока как бы на текущий момент не в большей степени видится движение на 26,8, и здесь либо оно останется и будет закрытие, либо какой-то небольшой откат, может быть даже до текущих значений. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, евро-доллар свершилось 1,23. Мы эту цель сегодня сделали. Тут на самом деле не 1,23, это я ориентировочно говорю. Реально цель была 1,2292, и мы, в общем-то, ее сделали и даже немножко пробили. Но теперь у нас возникает новый непростой этап. Либо мы над ней закрепляемся и идет дальнейшее движение, цель которого 1,23,5, 1,24, или здесь будет достаточно ощутимый коррекционный откат, цель которого будет 1,2 и, возможно, даже пониже. Но, собственно говоря, на сегодня, я думаю, здесь ситуация следующим образом будет развиваться. Либо удерживаем сейчас 1,2245, и тогда будет движение сегодня консолидационное в диапазоне 1,2245, 1,2295. Или если мы получаем пробитие 22.45, то отсюда у нас развивается коррекционный откат. Цель этого отката будет движение на 1,2180. Вот сюда вот. Но мне кажется, здесь весь гидрозин, который был в ракете, он на этот год израсходован. И здесь либо консолидация, либо все-таки откат. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. В общем-то, вполне естественно, что в конце года спрос на валюту, потому что кто-то нацелился куда-нибудь съездить, слетать на эти праздники. Поэтому очень нужна валюта. Тем более все налоговые вопросы решены. 28-го был последний платеж, и поэтому здесь либо волатильность, либо рост доллара. Здесь ближайшая цель движения это 75, я думаю. Но сейчас на текущий момент, если к часовику от дневки переходить, смотрите, вот 74,5 мы сюда пришли. Далее здесь у нас либо разворотная формация и коррекционный откат, цель которого 74, 73, 95, вот сюда вот. Или если сейчас все-таки порох пороховницы остался и будет рывок с пробоем 74, 55 на объеме, то у нас отсюда пойдет движение, цель которого будет сначала 75-15, выше, наверное, ему пойти не дадут, все-таки Новый год. Но тем не менее, если сейчас будет пробитие 74-55, 75-15, я думаю, мы очень быстро сделаем. А вообще здесь, я думаю, пришло время, если нету никакого негатива, то либо сделать коррекционный откат на 74 или закрыться сегодня в диапазоне 74-74,1. Так, друзья, далее евро-рубль, сразу беру часовик. Смотрите, если сегодня не будет повторного задерга с пробитием 91,5, то нас ждет в ближайшее время коррекционный откат, цель которого в начале 90,95 и потом движение на 90,73, вот куда-то вот сюда. Если все-таки сейчас пойдет движение наверх и будет пробито 91,5, то следующая цель движения у нас будет находиться в районе 92,1. Но без просадки нефти и существенного роста индекса доллара, я думаю, такой сценарий он сейчас маловероятен. Здесь наиболее логичен, как минимум вот куда-то сюда откатиться, может быть даже на 90,75, вот в этот диапазон. И, соответственно, закрытие где-то в районе 91-91,2. Друзья, в общем-то и все, основные инструменты. Спасибо.